Всем привет! Стали мы обладателями вот этого автомобиля. Владеем им мы с листопада, по-русски это как? Ноябрь. С ноября месяца 25 года, и проехали мы уже, вот, о, смотри, 13 тысяч километров. Ну, что тут сказать? Машина хорошая, аппарат электрическая. Значит, все технические данные, они, естественно, известны. Это максимальная комплектация на белом салоне, как вы уже успели заметить. Есть панорама. В общем, комплектация Pro, потому что есть Max и Pro. Куплена в Беларуси у официального дилера BelG или Geely. Вот. Машина практически всем радует. Единственный минус, как и у всех электричек, это запас хода. Запас хода здесь у нас сколько, Дашуня? 200 зимой, 300 лет. Будем откровенны. Ну, все еще зависит от режима, в котором едешь. Это в трассу. Это если едешь по трассе, едешь всей семьей. Ну, летом можно 350 проехать. На всей ничего, ни на чем не экономим. То есть слушаем музыку, кондиционер или печка. Зимой ездили в Гданьск, можете ролик посмотреть вот там или где-нибудь там в минус 20. Там, да, 200 километров. Все, надо заряжать. Принимает он на борт максимально 114 киловатт в час. Здесь живем мы в Польше, здесь много станций быстрых, никаких проблем. В Беларуси чуть-чуть посложнее, ездили зимой в Беларусь, там уже экстрим. Хорошо, есть голосовой помощник, ты можешь включить команду голосом, открыть багажником голосом, можешь по кнопке, можешь по голосовой команде. Здесь громкость, управление мультимедиа или меню. Здесь две кнопки, которые можно запрограммировать. Я одну кнопку запрограммировал под открытие багажника, а вторая кнопка, я даже не знаю, по-моему, она пустая, даже ничего не работает. Здесь вот автоскладывание зеркал, если кто не знает. Ну, то есть управление зеркал электрическое и складывание зеркал. На мойке мы так пользуемся. Окна автоматические. Как не с доводчиком, а с безопасностью. Вот. Кстати, обещал проверить заднее окно. Надо проверить. Нужно заметить, что окна открываются заподлицо. Окна автоматические. И задние, и передние. Ну и проверяем. Это страшно, потому что у нас есть опыт. У нас есть опыт твоей родственницы. Все, прекрасно. Можно не бояться. Стекла здесь не двойные, а обычные. Центральный замок и блокировка открытия стекол. Да, мне нравится хват снизу. Это очень удобно в дальних поездках. А когда поворачиваешь, вот эта вот плюшка снизу, она иногда перекрывает панель вот эту вот. Я не вижу, поворотник включен или не включен. Я не вижу иногда время. Вот в таком положении я вижу все. Но в повороте он перегораживает, иногда бывает. Вот, сейчас начну, например, вот так раз, оп, и вот он мне перегородил практически, если ты снимешь с этой стороны, он мне практически все перегородил, всю эту панель. Вот, оп, и вот в таком положении тоже ничего не видно, но в таком, как бы сами можете видеть, все видно. Мне нравятся здесь физические кнопки. Вот это подогрев заднего стекла, это рекуперация, это автоматический кондиционер, они подсвечиваются, и выключение, включение вообще кондиционера. Где же у тебя находится кнопка аварийки? Аварийка вот здесь, вверху, и это неудобно. Ну, просто нестандартно. Когда хочешь кого-то поблагодарить, всегда нужно отвлекаться и искать ее на потолке. Вот эта шайба, это громкость. Громкость медиа, но ее можно запрограммировать еще, например, по двойному нажатию на разные функции. У меня она запрограммирована на температуру. То есть, если один раз нажмешь, то можешь регулировать температуру. Но, опять-таки, если нажмешь и долго удержишь, ты можешь задать ей одну из 5 программ.
принципе, всем устраивает. CarPlay есть. Apple CarPlay работает как и по проводу, так и по Wi-Fi, что очень радует. Зарядка здесь, кстати, есть и беспроводная. Да, одна, но Одна. без... Да. Вот посмотри, он сразу подключился по проводу к CarPlay. Да, очень удобно. Нету вентиляции у подогрева. Да. Ой, Кстати, если у зарядки. зарядка, если долго лежит телефон, он немножечко перегревается, нагревается. Да? Да. Бардачок, покажи заодно. Бардачок такой довольно глубокий, приятный. Знаете, почему там лежат солнечные очки? Потому что нету Потому что в машине нету. подочечника, или как он называется. Было бы удобно иметь чехол для очков. Покажу проект. Ну, проекция, это для меня впервые штучка такая. Вот сейчас вот увеличим. О, да, она есть. Прекрасная проекция. В очках она, кстати, отсекается в полярниках. Чем она отличается еще? Вот вспомнил. Акустикой тут больше динамиков. Что-то там вроде 17 динамиков плюс сабвуфер. Очень удобные карманы в дверях. Помещается бутылка шампанского. Да. Проверено поездкой в новогоднюю ночь. Да, в лежачем положении. Вот это сиденье. Для меня с моим ростом 190 сантиметров оно неудобно. И вы видите почему. Нога не отдыхает, нога выше, чем сидушка. Сидушка не регулируется по длине и по наклону. Вот это сиденье, Пассажир. оно находится в максимальном верхнем И, положении. конечно, вот тут вот хотелось бы... У тебя даже тут кулак не проместится, тут пол кулака. Хотелось бы... А у меня, сними меня, пожалуйста. У меня вот, я А сел. у Никиты помещается целая рука, а у меня нет. А мне хотелось бы, конечно, Чуть пониже, может. чуть-чуть иметь больше места над головой. Салон большой. Вот отдать должное производителю Geely, они молодцы. В этом плане они очень удивительно нас порадовали. Помнишь нашу эйфорию? Первые дни мы очень радовались вообще огромному салону внутри. То есть машина внешне не так выглядит, как изнутри. В сиденьях массаж, подогрев, вентиляция, а в задних только подогрев. Первая машина с массажем. Пользуюсь. Он, конечно, там не супер топовый, не горячие камни, как там у Зикры, к примеру. И вот там, по-моему, шеститочечный. Вот это самая верхняя точка. Плечи у меня вот здесь, если что. Последние 100 километров у нас расход средний по городу 13,6 киловатт на сотню. Это очень хороший показатель при емкости батареи в 60 киловатт. Можете сами посчитать, на сколько километров, даже больше, чем 300 километров вам хватит заряда. Средний расход на последний забег наш 2600 там с чем-то километров, он составил чуть больше, потому что включает уже путешествие по шоссе. Но не будем лукавить, на шоссе она забирает от 18 до 20 киловатт в час. Ну, если ехать там 130-140, конечно же, будет показатель в районе 22 киловатт в час. В Европе очень много разных компаний, которые предоставляют свои услуги по зарядке автомобилей. Вот одну из них мы выбрали в Польше, это Greenway. Мы завели такую карточку. Мы просто приезжаем к столбику, к зарядке, прикладываем ее и... Смотрите, какое и шикарное место для нее нашлось. Да, кстати. Это мне кажется, что разработчики Geely продумали, что здесь должны быть вот такие вот карты. Мы не знаем, для чего это конкретно, но это... Ну, не для кредитных карток, потому что можно украсть всю информацию, сфотографировать ее. Я уверен, что это сделают, потому что ключ выглядит не так, ключ выглядит по-другому, он такой яйцевидной формы, он все время лежит в рюкзаке у меня. Кстати, с ключом классная штука, в комплекте продавалось два ключа, черный и белый. Кстати, посмотрите шорс, когда мы распаковывали машину, и ключи эти доставали, когда регистрировали. Тебя мы оставили белый ключ, он еще запакован, он прям еще в своем чехле с пломбой. Да, у меня черный ключ, и этот черный ключ лежит в рюкзаке. Почему? Я его никогда не трогаю, никогда не вынимаю. Машина автоматически открывается при приближении и закрывается при отдалении. Это просто must-have функция. Это такая радость для меня. Она, естественно, тебя и приветствует подсветкой. Продают ли автомобили Geely в Европе? Ну, ты знаешь ответ на этот вопрос. Но наши зрители, может быть, некоторые Хорошо. не знают. В Польше официально, я не знаю, по-моему, там год назад или даже раньше,
Официально пришел Джили в страну, вообще в Европу, и очень много салонов там пооткрывалось по всей Польше, в том числе и в нашем городе, в Люблине. Все официально, прекрасно. То есть продаются две модели. Вот такая модель и гибридная модель. Других больше моделей нет. В Беларуси более богатый, широкий выбор моделей. Вот, но там локальное производство. Эта машина адаптирована под Европу. Она прошла все сертификаты безопасности. Она получила 5 звезд по краш-тестам. Нас это устраивает полностью, потому что для нас безопасность и здоровье нашей семьи и на первом месте. По запчастям тоже проблем нет. Если что-то вдруг, то всегда можно приехать в салон, куда, кстати, мы обращались. И я уточнил, связался с моим белорусским дилером. Он сказал, что без проблем, гарантия не слетит, вы можете у себя обслужиться, просто приведите нам все документы, подтверждающие факт проведения данного ТО. Класс. То есть большего и желать не нужно. Ну что еще? Вот мне очень нравятся, например, сенсорные лампочки. Ну, посмотрите, вот проводите пальчиком так вот. Но я вот так вот научился. Надо именно их гладить. Можно так, конечно. А можно вот так. Чтобы отпечатков не оставалось. А давайте, знаете что? А еще, например, зеркальце для жены. Посмотрите, какая красота. Для жены. Все, привет. А смотрите, зеркальце для мужа. Ну тоже ж красота. Почему бы и нет? И с подсветочками. Тоже можно прихорошиться. Расскажу про колеса. Колеса, например, у нас здесь идут стандартные. Машина продавалась с летними покрышками 225 на 55 R18. Покрышки не премиальные, покрышки китайские, какие-то гити, неважно. Но они меня просто полностью устраивают. Машину держит очень хорошо. Отбалансированный, прекрасно. Замечательно. Мы уже зиму перезимовали. Купили тут тоже китайские в Польше покрышки. Они уже отъездили зиму. Тоже стали прекрасно, такого же типа размера. Порт зарядки. Тут стоит европейский CCS2. То есть это не китайский, а европейский CCS2. Но сверху можно медленной зарядкой зарядить. Да, мы приехали в Беларусь. Боже мой, какой у нас прекрасный сервис. Наши салоны и дилеры работают по выходным, по воскресеньям. Можно звонить. Сайты классно сделаны. Можно оставлять заявку. Можно онлайн в чате написать. Тебе сразу же там в течение 5 минут перезвонят. Буду держать на пульсе. Я позвонил. Я был очень придирчивый клиент. Я хотел обязательно машину в максимальной комплектации на светлом салоне. В тот момент в Беларуси какой-то был дефицит. 4 салона я обзвонил в разных городах страны. Добрые мальчишки. Но ребята, значит, я позвонил в Новополоцкий салон, у них ничего не было, но они позвонили в Витебский, вот можешь подснять, Витебский салон G-Motors, и там парень побежал на стоянку, отфотографировал на свой телефон машину и сказал: одна есть, и мы можем вам ее начать оформлять, предпродажную подготовку делать. Купили по факту машину в Витебске, то есть забрали ее из Витебска. Это моя родина, Витебщина. С отцом приехали туда, забрали машину. Класс. Багажник. Багажник, кнопочка, чтобы открыть багажника, это не вот это, а под буквой А. Вот она прям показывает, что нажми на меня. Вот сюда. Да, вот. Под буквой А кнопочка есть. Багажник открывается. Это его самое высокое положение. Кстати, можно высоту открытия багажника отрегулировать через меню. Электробагажник для меня это просто бомба. Ну, тоже мне очень нравится. Никогда у нас такого не было еще. Багажник для нашей семьи отличный. Места хватает. Сиденья складываются практически в пол. Я вставлю с тобой. Да, ты, наверное, можешь все вставить. Очень классная функция дополнительной ниши. То есть докатки нету, но вместо докатки есть... Тоже возьму с тобой видео. Да, есть очень удобная штука с дополнительным... Смотри, тут даже написано максимальная нагрузка 35 килограмм. Еще регулируется сиденье, можно немножечко откинуть его, и пассажирам будет
Еще При- больше места. приятнее ехать, Ну, спинку кто расслабишь. как любит. Тебе оставить? Как Нет, было? нет, так и было. Задняя полусфера затонирована с завода, то есть это не какая-нибудь Да? кастомизация. Машина не в пленке, не в броне, к сожалению, мы не успели это все сделать. Очень классная оптика, Full LED, камеры 360 здесь, качественные, я бы сказал. Датчики слепых зон есть. Мне нравятся вот эти вот молдинги пластиковые, защитные, намекающие о том, что это все-таки такой кросс-кантри, знаешь, как Volvo есть кросс-кантри. На страничке в Инстаграм у них написано, что мы являемся владельцами Volvo. Вот это доп, брызговички. Резиновые коврики в багажнике и в салоне тоже шли как доп услуги. Мы сделали полностью антикоррозийную обработку вот кузова. Пленку И- не успели, И а вот арки они зашумели нам. Спасибо за просмотр. Пишите, спрашивайте, если что-то непонятно. Ответим, покажем, расскажем. Пока.